Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магии и Колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии. Это и защиты, и чистки, и улучшение денежного потока, открытие путей, откуп от дурной судьбы, от болезни, от смерти, чистка от крадников, открытие путей, любовная магия, защитная магия, договор с сатаной. Все ритуалы, которые могут решить ваши вопросы. Так в том числе и наказание, избавление от врагов и соперниц. Также вы меня можете найти в ТикТок, в Инстаграме. Есть у меня Телеграм-канал, где я выкладываю более закрытые с точки зрения цензуры материалы. Сегодня у меня гадание по неделям, по знакам зодиака. Неделя 24-30 января уже. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, потому что мы подчиняемся ритму Солнца. Также есть много других влияний. И Луны, и Солнца, и других планет, комет, небесных тел на наши внешние события, настроение, наши контакты, наши деньги, наши эмоции, наше физическое состояние. Мы сегодня их просмотрим, как эти высшие силы входят в жизнь каждого из знаков. Начинается у нас это рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Первая половина. Итак, наши рыбы. Быстрое движение по всем фронтам. Вы переходите в новое качество, добиваетесь быстро все, что вы запланируете на прошлой неделе, на этой неделе. Все это быстро к вам приходит. Вы, как говорится, на коне. На коне, и все очень быстро раскручивается. По работе. Туз мечей, есть некий напряг. По сути, эта карта говорит о том, что вы какую-то проблему должны были ранее решить. Вот она назрела, и вы будете работать, ну, скажем так, в чрезвычайном режиме. То есть, возможно, также выход на работу как бы сверхурочно какую-то придется делать. Срочно выйти на работу. То есть, может, вы не планировали. С другой стороны, если у вас вы чувствуете какие-то интриги сейчас по работе, вам придется, это может быть и удар в спину, потому что туз мечей у нас такой напряженный момент, и вылиться он может по-разному. Императрица — отличная карта для социума, социальных связей, вокруг вас помощь женщины, помощь императрицы, расширение круга знакомств, с которыми у вас прекрасное взаимодействие, плоды вашего какого-то, ваших контактов. Вы императрица, вас принимают вокруг, ваши отношения, контакты с вашими родственниками, друзьями приносят вам разнообразные плоды, удовольствия. То есть прекрасный, просто рыба, уже который раз замечаю, что рыба прям просто на волне на какой-то. Есть карта влюбленная перевернута, это здоровье, указывает на некую разрегулированность, возможно, ошибочную какую-то принятие какого-то ошибочного решения по здоровью. Да, лучше подумать 100 раз. Также какое-то неправильное использование, может быть, лекарства, терапии. Также тут показывают на парные органы, которые могут, ну, как-то в разнобой работать. По сути, это еще пока не болезнь, но будьте внимательны к вашему состоянию, правильно реагируйте на него. Личная жизнь, семерка пентаклей, отличная карта для развития отношений. Если вы недавно с кем-то познакомились, или у вас уже есть семья, отношения, брак, это вы развиваете, углубляете, строите планы, этим планом давно развиться, вы какие-то, все у вас прекрасно впереди. Также вы находитесь на той стадии или знакомитесь с теми людьми, с которыми у вас такие разумные, приятные отношения, где вы узнаете друг друга. Ну, может быть, без страсти. Эта карта не говорит про страсть, скорее о разумном отношении. Тройка жезлов. Рыба у нас в раздумьях, в планах, осмыслении каком-то. Вы доверяете себе, своим мыслям, своему выбору, своей интуиции. Отличная карта у рыбы. Овны.
О, Овны очень довольны своими результатами. Пусть вы шли к ним долго, но вы чувствуете, что вот наступил момент, вы можете это пощупать, почувствовать, купить, получить. Это что-то вполне физическое, вполне ощутимое. То есть сейчас посмотрим результаты, которые вы подвели. У вас, вы долго к ним шли, но вы их уже чувствуете, они есть. По работе всадник кубков, то есть какая-то легкая работа. Хороша карта для тех, кто занимается каким-то творчеством, налаживает какие-то общественные связи. Эта карта много разговоров, много приятных людей, можно сказать, такая вот много общения, поддержки. Особенно хорошо, если вы на этой неделе входите в новый коллектив, то есть это будет такой дружелюбный, несколько неделовая обстановка. Может, если у вас какой-то очень серьезный переговор, это скорее вас будет отвлекать. Может какое-то зайти в понебратство, в другую крайность. Но, тем не менее, это карта легкости. Легкость общения. Девятка жезлов. Решение каких-то неприятных вопросов, которые потребуют от вас собраться с силами, потратить какую-то энергию. Причем это все по мелочам. Люди, которые от вас что-то хотят, где-то ставят вам какие-то препоны, что-то морочат вам мозги. То есть будьте внимательны, это карта людей, которые создают вам препятствия. Вот ваш социальный круг. Вестник кубков — отличная карта для здоровья. Состояние здоровья хорошее, творческое, эмоционально и физически. Я бы сказала, улучшение состояния в любой ситуации, в какой бы вы ни находились. Также это карта ребенка, зачатия, благополучного рождения, если у вас эта ситуация есть. Ваша личная жизнь, тройка мечей, что-то, какая-то обида. Обида может быть уже существующим партнером, которая, Овен вообще не обидчивый, по сути, человек, но, выпала такая карта. Также это может быть для одиноких овнов, это скорее карта, которая не способствует никаким знакомствам, то есть что-то такое вот негатив какой-то, обида на противоположный пол еще жива какая-то. Ну и Овен такой, который сам может быть достаточно дерзким и жестким. Поэтому напряженная такая. Так, семерка мечей, это итог недели. Интриги, разговоры, что-то вот для вас не до конца ясно. В окружающие вокруг вас люди что-то там плетут, интриги. Он достаточно прямолинейный, по сути своей, да, по природе. Ну вот, вам на это стоит обратить внимание. Не слишком силен в этих делах, поэтому включите вашу интуицию, осознайте, что вам люди говорят и что за этим стоит на самом-то деле. Вот так. Телец. Телец у нас маг. Очень хитрый телец у нас. Что-то такое прокручивает, какие-то комбинации, крутит, мутит. Также для женщин это может быть мужчина. Какой-то достаточно непростой, с которым у вас знакомство, общение. Сейчас пойдем посмотрим, на что это. По работе текущие дела, цели. Как-то с трудом они вам даются, с усилием. Но они все в ваших руках. Это все вопросы, которые вполне решаемы. От вас просто потребуется некоторое, потратить энергию. Вы добьетесь своего. Ваши силы, вам вполне на это хватает сил. Двойка жезлов, это социальная сфера. Скорее общение с людьми, которые немножко к вам не прислушиваются, которые на своей волне, и вам часто скорее придется решать эти вопросы без участия. То есть это человек, который очень поверхностный, все эти разговоры, все эти контакты идут каждый сам себе, что-то вот на уме. Трудно будет договориться, но можно. Возможно, что также среди двойка жезлов указано то, что вам следует еще, если вопрос не решается, какую-то еще
подыскивать вариант. Ваше здоровье, четверка мечей, не очень хорошее состояние. Может указывать на какие-то проблемы с органами передвижения. Болят ноги, какая-то вялость, не могу подняться. Состояние такое, это не означает ухудшение, если в какой-то болезни. Ухудшение не означает, однако состояние без движения, без улучшения пока. Ну и также для тех, кто чувствует себя нормально, может указать на проблемы с органами движения. Зато у вас десятка кубков. Очень хорошая карта в личном. Это праздник, любовь, предложение, знакомство, в котором вот отношения как праздник, знакомство с его родственниками, какие-то вот кафе, мороженое, наслаждение семьей, наслаждение отношениями, предложение замуж, отличная карта. И белая карта, ну, тельцам приготовиться что-то. Вы проходите через какой-то неожиданный поворот в жизни, так приятный, который вы даже не ожидаете. Ну, из всех карт, я бы сказала, больше указывает это где-то на личном фронте, десятку кубков. То есть мечтали, мечтаете, и ваши желания неожиданно какое-то сбудется, какое-то ваше желание прям тайное. Близнецы. У близнецов затянутый период, скуки, ничего не происходит. С другой стороны, вас тоже начинает тревожить. Может быть, вы хотели какого-то отдыха, покоя, но это уже начинает вам надоедать. Ничего не происходит. В том смысле. Шестерка жезлов хорошая карта для движения, для нахождения работы, для посещения какого-то, может быть, собеседования, если вы в поиске работы, быстрое решение всех вопросов по работе, продвижение. Если вы работаете на себя, бизнес, это решение всех очень быстро, прям способствует быстрому всему такому. По социальному кругу девятка жезлов перевернута, говорит о том, что вы так устали от людей, вот где-то с этой картой как-то она перекликается, что будете стараться избегать каких-либо конфликтов, решений, потому что нет у вас сил на них. Либо вы не готовы еще. Вот именно соседи, эти родственники, что-то вот они вам там палки в колеса какие-то вставляют. Пока эта проблема висит и с трудом у вас не доходят до этого руки. Вот ваша позиция это скорее. Старший аркан маг. Не перемудрите со своим здоровьем. В принципе, карта неплохая. Говорит о умном, хитром, крупном специалисте. Может, это обращение к какому-то магу, но так это также может указывать на слишком много, слишком пристальное внимание, слишком чрезмерное вмешательство, может ваше здоровье такое случится. Поэтому, учтите этот момент. Так, по сути, маг это все равно, еще может указывать также на то, что вы здоровы, по сути, но вам могут приписывать то, чего там и нету. Не переусердствуйте во всяких там разных терапиях, экспериментах над собой. Всадник кубков. Очень такая близнецовая карта, в том смысле, что в личной жизни означает такого веселого, болтливого, легкого, просто мужчина для веселья, для развлечения, мужчина-друг. Также это может быть мужчинам, это просто такое веселое времяпровождение, знакомство какое-то легкое. Одним словом, на коне, с чашей и без каких-то отягощающих моментов. Все такое вот веселое. Все то, что близнецы очень любят. Тройка мечей. Что это за тройка мечей? Я бы больше сказала бы все-таки на здоровье. Какое-то сосудистое. Не брать ничего близко к сердцу. Особенно если... Единственная такая вот карта, которая вопросы у меня вызывает, это здоровье. Не верьте анализам, каким-то обследованиям, чтобы не переживать на эту тему.
На самом деле это только лишь ваши переживания. Потому что указывает вот. Не переусердствуйте, не берите близко к сердцу эту ситуацию. Наши раки. Да что такое? У нас прям транзит, наверное, какой-то планет. На это же карта четверки жезлов. Устали отдыхать, устали от веселья, все хочется каких-то событий, движений, какой-то концентрации на своих планах по работе. По работе посыплются какие-то неожиданные озарения в плане людей, в плане их поведения. Люди могут проявить себя совершенно не так, как они вам до этого транслировали. Вот, вынуть, как говорится, вышел ежик из тумана. Такое что-то могут вам наговорить, а обнаружите много странного и неприятного. Ну, это такая неделя, помним. Карта социум. Очень интересная карта для рака. Говорит о том, что вы проходите через ворота, которые вам открываются именно в социальном мире. То есть посещайте, стремитесь к обществу, к каким-то контактам, друзья, знакомые. Потому что через эту дверь вы проходите белую карту. То есть это какая-то помощь, которая идет свыше. Через эту карту я на ней всегда гадаю. Я ее использую, поэтому во благо берите себе. Так, ну что-то вот. Проблема с горлом у рака. Вот эти все ОРВИ, горло, болезни, охриплость. Будьте аккуратны, потому что да, указывает на быстро развивающую болезнь, связанную с горлом. Так, ну что у нас по итогу в личной жизни? Вестник мечей, перебранка, какие-то мелкие споры, ссоры. И также это хлопоты с детьми, если у вас есть дети семейные, вы что-то заставят вас тревожиться, побегать. Также и итог. Колесница перевернута. Что-то вам не дает ехать. Куда-то какая-то отложится дорога, если вы планируете. Что-то, какие-то тревожные известия. Ну, у рака больше есть некий напрягающий вас момент. Возможно, что вот эта карта также и по работе. Здоровье вам мешает работать. Также это хлопоты, какие-то тревоги о детях. Поэтому оно так и выливается. По сути, но зато тут есть белая карта, которая нивелирует эти все опасности. Ну, собственно говоря, тут жесткое давление старшего аркана только со стороны колесницы. Все младшие арканы, они преодолимы. Помним, да, что старшие арканы это все-таки очень-очень высшие силы. А так, наши львы, король мечей. Так, в вашу жизнь как входит некая жесткая такая очень сила, которая вас подчиняет своим правилам. Также это может быть некий король мечей, законник, юрист, программист, ставит вас в жесткие рамки, сообщает вам некую важную нужную информацию. То есть по построению льва. Так, двойка кубков. Отличная карта для работы, новые контакты, договоренности, прекрасное собеседование, работа, которая вам нравится, вы наслаждаетесь работой. Особенно хороша карта для тех, кто работает с клиентами, это психологи, врачи, которые напрямую с людьми работают. Там детские специалисты, вот, развлечения, также питание, вот все это у вас просто наслаждаетесь работой, возможно, удвоение дохода. Зато пятерка пентаклей – социальная жизнь. Социальная жизнь потребует расходов. Ну что, вы понимаете, что все хотят от вас только помощи, полагаться вам не на кого, немножко приводит вас в это такое льва в отчаяние, что вы всем должны, а вам никто. Ну вот ваше окружение такое. Возможно, кто-то потребует от вас какую-то сумму денег, которую вы не готовы, ну и так далее. В общем, деньги, которые просто вас приводят в отчаяние.
Четверка мечей, здоровье. Здоровье, по сути, это карта без движения. Если у вас какое-то развитие заболевания, ни туда, ни сюда. Единственное, что также может указывать на то, что какая-то проблема с ногами. Поскольку четверка мечей видим, да? Четверка мечей, это человек без движения. Проблемы с органами движения, либо такая слабость, при которой вы уже встать не можете. Ну, позитивная карта в том смысле, если у вас до этого что-то активно развивалось, какая-то проблема, она не развивается. То есть вот вы ее ни туда, ни сюда. Ждем, ждем, ждем чего-то, да, пока оно пройдет. Ваша личная жизнь, королева жезлов. Ну, это сама львица, может быть. Королева жезлов означает, что вы в центре внимания окажетесь. Если вы одинокая и не одинокая львица, вокруг вас поклонники, влюбленные в вас мужчины. Также, если для мужчин это знакомство с интересной женщиной, яркой, творческой, мимо которой трудно пройти, не важно, одинокие вы или не, может, это ваша жена, ваша львица. У вас вы будете танцы, львиные танцы. Очень то, что лев очень любит. Приключения личной жизни, итог, повешенный. Ну что, зависшая ситуация, в которой вы запутались. Я бы сказала, с чем она у нас резонирует. Я бы больше сказала материальная, поскольку сама вот это вот скорее карта, чтобы зависли в каком-то моменте по поводу денег. Это вот чувствуете, что вы кому-то что-то должны, но так не хочется за это платить. Или вернее, вы вообще не должны платить, но повешенным всегда чувствует себя какой-то жертвой. Вот, поэтому вот так. С вами была ведьма Аграфена. Это был мой расклад на неделю по знакам зодиака. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. Там часто отвечает моя помощница. Пожалуйста, только в письменном виде. До свидания.